Привет, друзья! 8 дней назад я вызывал неотложку. Было ужасно. Думал, помираю. Затем 3 дня с температурой 38-39. И сейчас у меня 8-й день голодания. И я чувствую себя огурчиком. Вот можете посмотреть, как выглядит человек на 8-й день голодания. Я решил записать серию видео о том, как нужно голодать. Как нужно входить в голодание. Как нужно себя поддерживать во время голодания. Как нужно выходить. Подписывайтесь на мой канал для того, чтобы не пропустить эти видео. А если они уже вышли, то проведите поиск по слову «голодание». В этом видео я им расскажу о том, почему я голодаю. Но прежде чем начну, давайте переместимся в место, где светлее и теплее. Согласитесь, так оно как-то лучше. Приветствую вас в Сицилии, друзья. Этот город называется Чефалу. Я планирую здесь провести месяц, может быть 2. Посмотрим, как будет складываться. И это видео о голодании. Я обещал рассказать вам, почему я голодаю. Это не какое-то книжное знание, это то, к чему я пришел сам. Поэтому, надеюсь, мой рассказ тронет вас за живое. Итак, причина номер раз – это здоровье. Голодание оздоравливает, голодание исцеляет. Как обычно мы исцеляемся? Глотаем таблетки. Когда чувствуем, что мы простыли, мы быстренько ищем, что купить для того, чтобы простуда не зашла далеко, потому что если зайдет далеко, глотать таблеток придется больше. Я поступаю по-другому. Каждый раз, когда я чувствую что-то странное, а не вирус ли я поймал, я каждый раз сажусь на голодание. И 3 дней достаточно для того, чтобы простуды не стало. Все. При этом я рад тому, что я не травился таблетками, и к тому, что одновременно я почистился, я стал здоровее. Причина номер 2 – очищение. Понимаете, мы дети общества потребления. Наше общество ищет, чтобы еще съесть. И мы точно так же, мы едим больше. Посмотрите, что происходит в ресторанах. Порции становятся больше. Мы уже не в состоянии столько проглотить, поэтому так много полных людей. Мы съедаем столько, что наше тело не успевает это все вывести. И во время голодания тело может вывести то, что накопило. Оно накапливает это где-то внутри. Понимаете, это не выводится вот сразу в туалет вместе с калом. Это где-то внутри, в межклеточном пространстве. Поэтому, знаете, достаточно даже 1 дня голодания для того, чтобы человек почувствовал, что от него пошел какой-то странный запах, неприятный. Это те токсины, которые накоплены где-то в теле, они начинают выходить через легкие, с воздухом, с мочой, с калом. Очень много выводится, и если вы даже голодаете 1 день, вы это заметите, вы становитесь чище. Если вы голодаете дольше, то очищение, разумеется, проходит значительно глубже. 3-я причина. Похудение отсюда следует. Если вы страдаете избыточным весом, то тогда голодаете. Знаете, есть очень множество диет, которые помогают сбросить вес, но, на мой взгляд, самое простое – это иногда голодать. Следующее. Омолаживание. Когда мы голодаем, мы омолаживаемся. Проводилось множество экспериментов над мышами. Допустим, группу мышей кормили как обычно, другую группу кормили с недостатком калорий, а 3-ю с избытком калорий. То есть та же самая еда, но обогащенная калориями. Так вот, сколько живет 1-я группа, понятно. Это как бы образец, это норма. 2-я группа, которая ела обедненную калориями пищу, жила примерно на 10% дольше, чем нормальная. А та, которая ела обогащенную калориями пищу, наоборот, жила меньше. Подумайте, что происходит с нами. Мы, люди, человек по-русски, чело на век. Мы можем жить 100 лет. 100 лет нам отпущено. Но мы живем меньше во многом, потому что мы переедаем, просто переедаем. Когда вы голодаете даже немного,
Вы замечаете, как меняется кожа, уходят морщинки. Вы действительно становитесь моложе. Вы приближаетесь к тому психологическому возрасту, который ваш. Вы чувствуете себя моложе, смотрите в зеркало, видите, нет, что-то не то, какой-то непорядок, как-то я выгляжу старше, чем я чувствую. Начинаете голодать. Следующая причина. Психологические изменения. Вы знаете, есть 3 гуны. Саттва, раджас и тамас. Саттва – это гуна благости, раджас – гуна действия, активности, то есть гуна страсти, переводится так. И тамас – это гуна невежества, переводится как невежество, но, так скажем, это гуна засыпания, умирания. Так вот, когда у вас слишком много токсинов, вот этих шлаков, вы находитесь в гуне тамаса. То есть все прошло, вам ничего не интересно. Когда вы голодаете, эти токсины выходят. Разумеется, во время голодания мало кто чувствует себя хорошо. Обычно мы чувствуем себя не очень. Но после голодания вы оказываетесь в саттве, вы оказываетесь в благости. Вам хочется жить, вам интересно. Все интересно. Все красиво, все вас наполняет, все радует. Следующая причина. Во время голодания я очень хорошо чувствую энергии. Это определенный мистический опыт. Я в своих видео много говорю о том, что когда вы выполняете желание, то есть вы делаете то, что хотите, энергии становится больше. Когда вы делаете то, что вы не хотите, энергии становится меньше. Это очень легко заметить во время голодания. Вы чувствуете, если вы поговорили с кем-то, с кем не хотели говорить, вы чувствуете, что энергия ушла. Все, вы сделали то, что вы не хотите делать. Вы не хотите включать мобильник во время голодания. Вы его включили, и вы чувствуете, что вам стало хуже. Не включаете, вам хорошо. Вы хотите полежать, лежите. Хотите погулять, гуляете. И вы чувствуете, что энергии больше. Не хотите гулять, а заставляете себя погулять, энергии становится меньше. Вот это все очень ярко ощущается во время голодания. Поэтому мир становится наполненным энергиями. Вы чувствуете, что эти энергии вокруг. Вы чувствуете, как вы посмотрели даже куда-то, и вам становится хорошо. Это очень ценный опыт. Это ключ в йогу. В йогу по большому пониманию, что такое йога. Следующее. Выполнение асан. Во время голодания тело становится гибче. Не сразу, не на первый день, не на второй, не на третий, а где-нибудь так день на 7-й, 10-й. Тело становится очень пластичным, очень гибким. И при этом вы очень хорошо ощущаете, что происходит в теле. Как вы потянулись, как вы дотянулись где-то. И вы чувствуете, как что-то перемещается, вот эти эфирные энергии в теле. Вы чувствуете мышцы, вы чувствуете, как мышцы расслабляются во время выполнения асан. Очень яркие, очень интересные переживания. Следующее, медитация. Часто я получаю сообщения, письма о том, что тяжело медитировать. Действительно, человек, когда начинает практиковать йогу, ему говоришь о медитации, человек не понимает, о чем речь вообще. Вот я сел медитировать, и у меня где-то зачесалось, где-то засвербило, где-то мне неудобно, ноги у меня как-то не так. Кому-то нужно позвонить, кому-то нужно что-то сказать, тут кто-то пришел, что-то происходит. То есть не идет медитация. Когда вы голодаете, медитация начинает идти. Вы становитесь очень концентрированы и осознанны в это время. Очень концентрированы. Вплоть до обратного эффекта. Я просто, знаете, вот так могу сидеть и смотреть, например, на камень. Просто я погружаюсь в этот камень. Я вижу все эти трещины. Я вижу соль на нем. Я вижу, как он отшлифован множеством ног. Вот все это прям переживаешь, и ты можешь втыкать и втыкать. Знаете, 10 минут можно вот так вот сидеть и смотреть на этот камень. То есть медитация идет очень глубоко и очень хорошо. Следующее. Когда вы голодаете, разумеется, вы вырабатываете волевые качества. Потому что есть очень много причин не голодать. Но только одна причина – голодать. Та причина, ради которой вы сейчас голодаете, это здоровье, или это похудение, или это очищение, или это все сразу. Но, во всяком случае, вот эта причина есть внутри, и вы за нее цепляетесь. Голодать тяжело. И вы проявляете силу воли постоянно, постоянно, постоянно. Для того, чтобы продолжать голодание.
Поэтому сила воли, естественно, взращивается. Вы становитесь волевым человеком. Следующее, тоже к разряду психологических характеристик. Вы становитесь экономным. Реально экономным. Не в плане денег, а в плане эффективности всего, что вы делаете. Если вам нужно завязать шнурки, вы делаете это эффективно. Если вы ведете какой-то проект, у вас могут быть инсайты, как эффективнее делать то, что вы делаете. Вы можете понять какой-то суперплан, как нужно действовать для того, чтобы достичь своей цели быстрее. То есть вот это тоже происходит во время голодания. Множество инсайтов на тему бизнеса, на тему своей жизни, на тему своих желаний. Как быть эффективнее. Голодание – это интересная аскетическая практика. Это еще одно, о чем я хочу сказать. Об этом редко говорится, однако голодание присутствует в большинстве духовных учений. И не случайно. В одном из следующих видео я расскажу вам о том, как можно практиковать голодание как аскезу. А сейчас давайте заканчивать. Как я сказал, эффективность прежде всего. Подписывайтесь на мой канал для того, чтобы не пропускать следующие видео. И до встречи. Кстати, в следующем видео я расскажу о том, как нужно выбирать идеальный момент для голодания. До встречи.